Здравствуйте, дорогие любительницы вышивки! Вчера мне задали в личном сообщении вопрос о том, как вышить гладью элемент одним цветом. И я решила записать это видео, чтобы показать, как я это делаю. Ну, допустим, нам нужно вышить какой-нибудь элемент типа лепестка. Вот я, видите, рисую сейчас на ткани лепесток. И мы будем заполнять его одним цветом. Вдеваю в иголочку мулине в одну нить. Вышивать мы начнем с края. Вот с этого края и будем вышивать вот в эту сторону. Нам нужно первым делом определиться с направлением стежков. Если нам трудно в голове держать направление стежков, то тогда можете взять и просто прорисовать на ткани, чтобы нам было проще ориентироваться при вышивке. Итак, начинаем. Давайте сначала закрепим нашу ниточку. Делаем несколько стежочков вперед и несколько стежков назад. И начинаем вышивать. Элемент такой формы очень удобно вышивать, начиная с центра. И мы вышьем сначала одну сторону, а потом вторую сторону. Первый ряд мы вышиваем стежками разной длины. Стежки стараемся класть плотно друг к другу, без просветов. Обязательно соблюдаем направление стежков. Если где-то вдруг у нас остался просвет, мы можем просто вернуться назад и закрыть его. Как видите, у нас край ряда получился неровным за счет того, что стежки мы выполняем разной длины. Давайте теперь вернемся опять к центру и вышьем вторую половину. Не обязательно вышивать в одну ниточку.
вы можете взять мулине в 2 нити. Просто вышивка будет выглядеть не так изящно, но зато работа пойдет намного быстрее. Итак, мы чередуем длинные и короткие стежки. Получается, что один край нашего ряда неровный, а второй край совпадает с линией контура. Этот ряд нам удобно вышивать, все время делая стежки в одном и том же направлении. Итак, первый ряд у нас готов. Начинаем вышивать второй ряд. Вы можете также начать с центра, а можете начать и так же, как и я, с края. Тут самое главное, чтобы направление стежков соблюдалось нами. Чтобы вышить второй ряд, мы иглу проводим между стежками, видите, между стежками первого ряда. И сейчас можно уже вышивать в разном направлении. То есть делаем стежки то в этом направлении, то в этом направлении. Вот смотрите. Прямо между стежками предыдущего ряда. Следующий стежок можно сделать чуть ближе. Можно ввести иглу вот сюда. Для того, чтобы нижний край ряда также был неровным. Можем заходить поглубже в первый ряд и не так глубоко. По-разному, так как нам хочется. Тут тоже желательно, чтобы стежки верхние, вот этого второго ряда, они тоже были разной длины. И разной длины они должны быть по этой стороне. Так, продолжаем. Я поменяла ниточку, потому что она у меня закончилась. И просто продолжаем вышивать. То есть фактически мы как будто бы раскрашиваем этот элемент нитками. Стежки не старайтесь делать слишком короткими. Чем более длинные стежки, тем более гладким будет потом вышитое полотно.
У меня стежки, я думаю, где-то примерно около сантиметра. То есть фактически стежки, которыми мы вышиваем, они примерно одной длины в этом втором ряду. Просто они сдвинуты относительно друг друга. Итак, мы закончили второй ряд. Вот смотрите, вот у нас вот здесь вот видно, что стежки первого и второго ряда частично перекрывают друг друга. Начинаем вышивать третий ряд. И вышиваться он будет примерно так же, как мы вышивали второй ряд. Заходим внутрь второго ряда, прямо между стежками. Смотрите, где у нас здесь есть пустые места, чтобы их нам перекрыть. Вот видите, вот здесь. Поэтому я именно сюда увожу. Стараемся, чтобы не было нигде просветов. А там, где появляются просветы, мы их перекрываем. Следите за тем, чтобы ваша вышивка не стягивалась. Потому что бывает иногда при вышивке очень сильно тянут нить, что ткань прямо стягивается. Этого допускать ни в коем случае нельзя. Чтобы этого избежать, во-первых, следите, чтобы ткань у вас была хорошо натянута. Ну и просто следите за самим натяжением. Так, третий ряд я закончила. С каждым последующим рядом количество стежков у нас будет меньше, потому что у нас элемент становится меньше к этому концу. Но это зависит от формы элемента. Идем дальше.
Не зря вышивку гладью называют живопись иглой. То, что мы делаем, действительно очень похоже на рисование. То есть мы рисуем нитками штрихи на ткани и таким образом закрашиваем картинку. Не торопитесь, делайте все не спеша. Не переживайте, если что-то у вас не получается. Все обязательно получится. И все будет очень красиво. Помните, что вышивка – это вид искусства, в котором не может быть правильно или неправильно, а есть только так, как нравится или не нравится вам. У каждой вышивальщицы своя манера вышивания. И если вы будете много практиковаться, то у вас со временем выработается своя собственная манера. Я вам показываю, как вышиваю именно я. Для меня вышивка – это что-то вроде медитации. Ну вот мы и дошли уже до края. Здесь мы будем входить в ткань ровно в линию контура. Ну вот мы вышили наш лепесток. Смотрим, нет ли где-нибудь у нас пробелов. Давайте мы их тоже заполним сейчас. Пробелы появляются от того, что мы иголкой раздвигаем немножко ниточки, когда проходим между ними, и они появляются. Но в этом нет ничего очень страшного, потому что мы их можем перекрыть. Вот так. Вот так. Смотрите, у нас получилось довольно-таки гладкое полотно. Границы между рядами видны немножко, но они размыты. То есть нету такого четкого, что видны вот эти прям ряды. Они размыты. Ну вот так вот. Надеюсь, это видео было вам полезным. Спасибо за внимание. С вами была Мария Фараонова. До новых встреч!